Привет всем! Сегодня у нас на канале необычная видеопрогулка. Мы побываем на открытой выставочной площадке возле гостиницы Mandarin Club House, или как ее называют, сад скульптур. Данная выставочная площадка появилась в Харькове еще в 2005 году. Это удивительное место расположилось практически в самом центре города. Здесь и статуи известных деятелей искусств, и герои книг. И если вы желаете ощутить себя частью такого полуреального мира, прочувствовать атмосферу прошлого через созерцание данных скульптур, приглашаю к просмотру. Сад скульптур, несмотря на то, что расположен практически в центре города, как бы припрятан от глаз широкой аудитории. Вы не увидите рекламы этого места и не найдете случайных упоминаний. Об этом месте вы можете узнать только от коренных жителей, которые в теме, или посмотрев данное видео. И все складывается именно так не случайно, ведь изначально этот сад начал наполняться скульптурами лишь для одного человека, для дочери Владимира Чепеля, который является владельцем этого места. Все начиналось с памятника Анны Ахматовой, любимой поэтессы Чепеля, который был заказан и установлен во дворе с целью познакомить дочь с творчеством Ахматовой и привить ей любовь к поэзии в целом. Это случилось уже в далеком 2001 году, но стал доступен для глаз горожан сад с 2005 года. Скульптура Тарасу Григоровичу Шевченко. Все скульптуры в саду выполнены не одним автором. Макеты разрабатывались в соавторстве с самим Чепелем. Скульптура Борису Алексеевичу Чичибабину, русскому поэту, лауреату Государственной премии СССР. Большую часть жизни Чичибабин прожил в городе Харькове. Скульптура Борису Пастернаку. Бронзовый бюст на постаменте – работа харьковского скульптора Сейфаддина Гурбанова. Скульптура Петру Аркадьевичу Столыпину. Памятник или скульптура поэту Владимиру Владимировичу Маяковскому. Сергей Есенин. Задумкой заказчика скульптур было совместить русскую и украинскую литературу. Конечно же, владелец не мог обделить вниманием такого величайшего автора Льва Николаевича Толстого. И, конечно же, не мог обделить вниманием величайшего автора Достоевского. Ну а это вы уже и так без слов поняли, кому принадлежит эта скульптура. Несравненная Людмила Марковна Гурченко. Ну а рядом с Людмилой Марковной Иван Петрович Котляревский, украинский поэт, переводчик, просветитель и драматург.
Григорий Савич Сковорода. Русский и украинский странствующий философ, поэт, баснописец и педагог. Идем дальше и встречаем великолепную Марину Цветаеву. Сзади скульптуры табличка с отрывком из стихотворения «Заря пылала, догорая». А рядом с Мариной Цветаевой мы встречаем Игоря Владимировича Талькова, советского рок-музыканта, певца, барда, автора песен, поэта и киноактера. И его памятный гастрольный плакат 1990-91 года. Очень приятно, что в городе, кроме кафешек, клубов и магазинов, можно увидеть такое замечательное место. Оно однозначно заслуживает того, чтобы его посетить. Ну а мы продолжаем нашу видеопрогулку по саду скульптур. И далее у нас Михаил Михайлович Зощенко, русский советский писатель, драматург, сценарист и переводчик, классик русской литературы. Встречаем Максимилиана Волошина, русского поэта, переводчика и литературного критика. Памятник поэту Николаю Гумилеву установили осенью 2011 года. Николая Гумилева скульптор Кочмар постарался изобразить максимально точно, для чего перечитывал его стихи, пересмотрел массу фотографий поэта. Рядом находится скульптура Ивана Алексеевича Бунина, русского писателя, поэта и переводчика, лауреата Нобелевской премии по литературе 1933 года. Анна Андреевна Ахматова, русская поэтесса Серебряного века, переводчица и литературовед, одна из наиболее значимых фигур русской литературы XX века, была номинирована на Нобелевскую премию по литературе. В целом, сад скульптур очень атмосферное место. Найти его несложно. Возможно, многие часто проходят мимо и не догадываются, что в Арке такие чудеса. Вход в данный сад бесплатный, а найти его можно по адресу улица Максимилиановская, 18. Это недалеко от станции метро Пушкинская. И скульптура Булгакова и персонажа его романа «Кота-бегемота». Скульптор Артем Самойленко. Дорогие друзья, на этом наша видеопрогулка по саду скульптур окончена. Ставьте лайки на видео, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До новых встреч!